Всем добрый день, вы на канале Зульфия Кейк. Давно хотела сделать мини-торт. Сегодня соберем и оформим свадебный мини-торт, и он будет трехъярусный. Итак, давайте начнем. Нам понадобится один большой бисквит диаметром 26 сантиметров. Вырезаем 3 разных по диаметру коржа 13, 10 и 7 сантиметров. Каждый ярус будет состоять из 2 коржей. И собираем торт. Крем для такого торта берем достаточно плотный. У меня 350 грамм сливочно-шоколадного крема. А также добавим ганаш на черном шоколаде. Высота каждого яруса 7 сантиметров. Каждый следующий ярус собираем на отдельной подложке с отверстием по центру для дальнейшего укрепления торта. И так собираем все 3 яруса. После сборки все 3 яруса убираем в холодильник на 2-3 часа. А пока подготовим декор. Сделаем небольшие розочки в нежно-розовом цвете. Для этого возьмем мастику, у меня домашняя с добавлением СМС. Это сухой пищевой клей, чтобы цветы быстро подсохли и хорошо держали форму. Берем маленький кусочек мастики и делаем капельку. Это будет основание розы. И насаживаем на деревянную шпажку либо зубочистку. Даем ей немного подсохнуть, где-то минут 30. Раскатываем мастику и вырезаем маленькие кружочки. Диаметр вырубки 1,5 см. Первые лепестки делаем немного толще, чтобы потом была возможность раскатать и увеличить их размер. Вторую часть делаем тоньше, как раз эти лепестки поменьше будут началом розы. Количество лепестков зависит от того, насколько мы хотим большую и пышную розу. Все заготовки накрываем пленкой, так как мастика быстро сохнет. Раскатываем лепестки и утончаем края. Кисточкой смазываем все лепестки пищевым клеем или водой. Первым лепестком оборачиваем бутон, полностью закрывая верх. Следующие 2 клеим противоположно друг к другу. А следующие ряды будут по 3 лепестка. И клеим их на бутон, накладывая один на другой с небольшим шагом. Каждый раз подкручиваем края лепестков, постепенно раскрывая розу.
Также сделаем небольшие листочки. Для этого мастику окрашиваем зеленым и коричневым красителями. Формируем маленькие капельки, вытягиваем их скалкой и придаем желаемую форму. Подкрашиваем середину и края лепестков каждой розы с сухой пищевой краской. А тем временем наш торт готов к выравниванию. Для покрытия будем использовать крем-ганаш на масле. Здесь 400 грамм крема. После каждого покрытия убираем торт в холодильник на 10 минут. В конце, после охлаждения, снимаем выступающие вершины крема теплым ножом. Все 3 яруса уже готовы к сборке. Определяем центр нижнего яруса и устанавливаем деревянную шпажку, которая будет проходить через 2 последующих яруса. Также для укрепления каждого яруса будем использовать коктейльные трубочки. Длину трубочек подгоняем под высоту яруса. Длина шпажки должна быть чуть меньше высоты торта. Сейчас сделаем из мастики тонкие полоски и закроем стык между ярусами. Начало декорирования торта не удалось сохранить, и продолжаем расставлять милейшие розочки и дополняем композицией зеленью. Итак, у нас получился 3-ярусный свадебный малыш, вес которого всего лишь 1 килограмм. Этот оригинальный торт вызывает массу восторга и умиления. Ну а я желаю всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.